Вот смотрите, какие пироги получились. Пышные. Ну, сейчас будем пробовать самое главное, какие они. Очень вкусно. Что получилось? Самое главное, вот такой яркий цвет вот этих вот вишен. И яблоки тоже пропитались этим цветом. Ассаламу алейкум, здравствуйте, мои дорогие. Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня вот мы со своего огорода собирали вишню. И хотел, конечно, приготовить сегодня вишневый пирог, яблоки добавлю туда. Плюс, значит, нужно обязательно мне сделать варенье на зиму, а также буду готовить компот на зиму. Так что давайте приступим. Сначала я начинаю приготовление нашего пирога с теста. Значит, для этого мне понадобится, во-первых, вот я взяла кефир. Здесь у меня кефир, смотрите, 3,2%. Здесь у меня всего лишь вот 900 грамм. Видите? Теперь мне нужно 700-800. Я вам потом в описании все подробно расскажу. Смотрите, значит, я специально вот отмеряю. У меня вот есть специально вот такая вот мерный стакан такой большой. В прошлый раз я готовила на котыке. Вот сейчас у меня здесь сколько? Вот смотрите, 500 миллилитров, да? Мы 500 миллилитров добавляем. Дальше. Вот 200 миллилитров. 700 миллилитров у меня получается. Пожалуйста. Так, кефир мы добавили. Теперь начинаем дальше. Обязательно соль. Соль у меня, знаете, не полная, обязательно. Даже вот в сладкий пирог я ложу соль. Ну, знаете, такой пол чайной ложки соли вы должны положить. Чтобы у вас был все-таки, знаете, у нас, как говорят, бемаза буля, да, то бывает безвкусный пирог. Вот, хорошо вот перемешайте, чтобы соль растворилась у вас. Вот у меня жидкий кефир, видите? Дальше мы добавляем соду. Почему я гашу все-таки соду? Я в этот раз объясню. Ну, во-первых, сода может быть не свежая, может быть не рабочая сода. Поэтому, магазин, и когда у вас кефир и жидкий кефир, если он холодный у вас, то сода, реакция вступает очень медленно. Поэтому все-таки лучше погасить. Я вот всегда гашу яблочным уксусом. Вот, добавляю несколько капель. Все-таки началась реакция у нас. Я погасила. Все, зашипело у меня хорошо. Все, я добавляю сюда вот в эту кефирную массу. И опять я перемешиваю. Добавляем сахар 250 грамм. Это сладкий пирог. И все-таки реакция идет. Вот хорошо. И теперь мы будем растапливать наше сливочное масло. Вот у меня сливочное масло, смотрите, не соленое. Здесь у меня 82,5%. Я добавляю сюда 300 грамм. Маленький огонь у меня. И буду его растапливать. Не буду я его кипятить. Я буду его растапливать, смотрите. Вот здесь у меня 180 сейчас грамм. И мне нужно еще добавить, чтобы было 300 грамм. Все, вот я добавила еще. У меня вот вышло 300 грамм вот здесь, смотрите. Я его растапливаю. Это сливочное масло. И нельзя, ни в коем случае не надо кипятить. Все. И в прошлый раз я говорила, что я его растапливаю. Вот смотрите, я растопила вот это вот масло сливочное. Оно у меня не кипит. А теперь я его буду добавлять. Вот выключаю и добавляю его в нашу кефирную массу. Вот смотрите. Видите, наша кефирная масса, она вспенилась. Здесь, пожалуйста, вот я добавляю. Полностью вот так вот почищу. Перемешаю. Мы посмотрим, сколько муки у нас уйдет. Вот здесь у меня, я ее просеиваю, 500 грамм муки. Еще буду добавлять, естественно. 500 грамм отмерили здесь. Ну, здесь у меня не 500 грамм, а вот где-то 400 грамм. Смотрите, вот 400 грамм. Сейчас вот это вот муки. Я потихонечку опять буду добавлять. Посмотрим, сколько у меня уйдет. Вот смотрите, я еще 200 грамм добавила. Это 700 грамм у меня уже муки идет.
Вот я еще грамм 100 добавлю. Буду потихонечку добавлять. Считайте, что 800 грамм. Вот смотрите, какая у меня консистенция. У меня сейчас здесь 800 грамм муки. Вот на все количество тех ингредиентов, которые я предварительно добавила. И сейчас я добавляю вот нашу муку. Вот такое вот тесто, видите? Но я считаю, что немножечко еще нам нужно добавить. Вот эти вот 100 грамм. Это уже будет у нас где-то 900 грамм. 50 грамм добавим. 850 где-то. Вы ориентируетесь все-таки по вашей муке. Я вообще в течение жизни и с кефиром готовила, и с катыком готовила. Вот смотрите, какая у вас должна быть консистенция вашего теста. Вот смотрите, вот все. У меня ушло где-то 860 грамм муки. Оно не липнет у меня к рукам. Вот смотрите. Вот такое вот тесто получилось. Не липнущее. Но оно мягкое. Но как всегда, я его поставлю сейчас в холодильник. Видите? Вот это вот наше тесто. Она у нас немножко затвердеет. За это время мы будем готовить сейчас. Вот, во-первых, вишню я должна почистить, яблоки я должна почистить, да? Подготовить как бы нашу начинку. Так, мы закрыли пленочкой. И теперь мы с вами все это в холодильник отправляем. Косточки удалять буду, почищу всю эту вишню нашу. Вот наше тесто поставила, пока мы готовили. Все готовили, вишню нашу, яблоки чистили. Ну, она затвердила, смотрите, видите, твердый какой стал. Вот видите, приятно такой твердый. Теперь я начинаю работать вместе с тестом. Во-первых, припыляю вот поверхность вот нашего стола. Ну, конечно, тесто немножечко слегка, естественно, липнет, липнущее. Выкладывайте все свое тесто на стол. Обязательно вот так вот опять припыляете ваше тесто. Обязательно, чтобы у вас не липло оно все-таки. Ну, такое податливое, мягкое, эластичное. Вот, смотрите, эластичное, такое мягенькое. Вот она у вас. Ну, у меня, я думаю, что вот один стандартный лист. И еще плюс, наверное, немножечко. У меня небольшой такой пирог я сделаю. Сейчас я вот беру часть и буду выкладывать его. Смотрите, как всегда, я припыляю. Я никакую бумагу сюда не стелю для выпечки. Чтобы у вас потом уже не прилипало тесто тоже. Оно все впитается. Так, теперь берем вот эту часть, которую мы выделили. Я еще раз вот так вот ее припылю хорошенечко. Пожалуйста, и вот так вот его на лист выкладываем. Оно очень эластичное, очень податливое. Ну, вы периодически вот так вот припыляете его. Вот, видите? И вот так вот его распластываете. Толщину какую вы сами можете регулировать. Можете тоньше делать, можете толще делать. Это уже на ваш вкус, на ваше усмотрение. Так, как вам нравится, вы можете делать. Вот я полностью разровняла, сделала бортики. Для чего бортики, вы знаете? Во-первых, мы будем закрывать, а во-вторых, у вас будет выделяться сок от яблока, от вишни. Будем потихонечку начинку выкладывать. Я прям режу вот так вот, видите? Вот я порезала яблоки, теперь вот начинаю я их выкладывать. Вот видите, вот так вот. Тесто на яблочный пирог и на мясной пирог у меня одинаковый. Только здесь разница в том, что на яблочный с вишневым мы добавляем сахар, а там уже, естественно, на мясной без сахара. Нашу вишенку. Вы можете немножечко раскрыть ее все-таки. Так она лучше будет. Чтобы не торчала у вас. Это самое такое время, когда вишня, вот этот вишневый пирог, конечно, не из замороженной вишни, из свежей вишни. Это, конечно, очень вкусно бывает. Там разные могут быть начинки. Можете с яблоками просто, можете с яблоками, с лимоном. Ну, там много, с любыми фруктами можете делать эти яблочные пироги. Ну, как бы называется все равно как бы яблочный. Основа яблока, вишня. Немножечко сахара, это по желанию. Можете слегка присыпать. Ну, все-таки вишенка кисленькая. Кто хочет присыпать, кто хочет нет.
Ну, это для нас слишком много, поэтому я вот сейчас это уже закрывать я буду. Хорошо присыпьте вот так вот мукой. Я не сплошным буду, я хочу полосочками, знаете, закрывать. Можно и сплошным закрывать, но я вот так вот закрываю. Беру и полосочками. Вот так. Если липнет, то муку уже припыляете. Так, значит, вот мы все сделали, сформировали наш пирог. Теперь, значит, я буду сейчас смазывать, во-первых, яйцом, как всегда. И сейчас я сначала должна подготовить орешки. Я обычно на этот пирог всегда наверх, я сверху посыпаю орешками, грецкими орехами. Это бывает очень вкусно. Вот так вот я порежу их, видите? Я не в блендере ничего их не измельчаю. Я вот так вот режу их. Обязательно сверху яйцо. Кефирчик добавите. Все, берете, значит, и смазываете ваш пирог. И вот пришло время наших орешек. Смотрите, я вот так обязательно посыпаю вот этими орешками. Ну, это, конечно, дело вкуса, дело ваших предпочтений. Кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то желает. Но с орешками очень вкусно получается. Вот мы заложили наш пирог и будете выпекать при температуре от 200 до 250 градусов по Цельсию. Ориентируйтесь на свою духовку. Из оставшегося теста мы еще приготовим небольшой маленький. Ну что, наш пирог готов, даже пироги. Давайте будем пробовать. Давайте будем пробовать. Я порежу их красиво. Очень красивый получился. Интересный. Вот смотрите, какие пироги получились. Пышные. Ну, сейчас будем пробовать, самое главное, какие они. Этот пирог вишнево-яблочный очень вкусно получается. Наша семья обожает ее. Я сам очень люблю. Он получается
Мягкий такой, смотрите, да? И очень вкусный. Очень вкусно. Понравилось, да, хомяки? Очень понравился вообще. Он воздушный, да, такой. Очень красивый получился и вкусный очень. Давайте я тоже попробую. Что получился? Кислинка, да, такая? Да, Интересная. приятная такая кислинка, знаете, он такой мягкий, воздушный, нежный получился. Вот посмотрите, да? Самое главное, вот такой яркий цвет вот этих вот вишен. И яблоки тоже пропитались этим цветом. Вот. Так что, пожалуйста, готовьте Да. яблочные пироги с вишней. Просто сейчас уже наступил как раз сезон вишни. И вот как раз вот мы попали вот в это время и приготовили вот этот наш нежнейший, воздушный, пышный пирог. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, спасибо вам большое за ваши комментарии. Очень много комментариев мы получили, такие приятные, такие доброжелательные. Мы благодарны вам за то, что вы подписываетесь на наш канал. Будьте, пожалуйста, вместе с нами. Вот сейчас я постаралась сделать, понимаете, первый раз я сделала тесто на катыке, потому Это что мясной было, пирог. да, когда я мясной пирог готовила. А второй раз вот я сделала на кефире. Кефир тоже вы должны брать где-то в пределах от 2,5 до 3,2% жирности вы должны брать. Вот смотрите, у меня наоборот при кефире получается еще более воздушное тесто. Пышнее становится. И даже более пышное, да? Ну, на катыке тоже разговора нету. Это я хотела сказать, плюс на сливочном масле. Вот я сегодня приготовила. В прошлый раз я сделала действительно на маргарине, а сегодня на сливочном масле тоже он очень пышный, очень вкусный, очень нежный. Так что, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Мы благодарны вам. Присоединяйтесь к нашему каналу. Ставьте, пожалуйста, лайки нам. Мы будем очень рады вам. До новых вкусных встреч вместе с вами на нашем канале.